Несмотря на то, что тема выживания в ядерной войне почти не вызвала интереса у моих подписчиков и просто зрителей, я решил все-таки продолжить этот разговор, возможно, в большей степени для себя самого, чтобы систематизировать свои знания и даже немного подготовиться к самому неблагоприятному развитию событий. Итак, здравствуйте, мои дорогие! В прошлом выпуске, ссылка на видео выше справа, мы провели онлайн-симуляцию взрыва ядерной бомбы над одним провинциальным городом России и оценили последствия. Сегодня мы поговорим о поражающих факторах ядерного взрыва и защитных мерах, которые мы можем предпринять в первые минуты этого самого взрыва. Обычно выделяют 5 поражающих факторов ядерного взрыва. Это световое излучение, проникающая радиация, радиоактивные осадки и электромагнитный импульс. Последний, 5-й фактор, на самого человека практически не действует. Он выводит из строя технику, средства связи, навигационные приборы и тому подобное. Световое излучение. Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии видимого и невидимого для человеческих глаз спектра. Сила светового излучения зависит от мощности ядерного взрыва, его типа и условий применения. Световое излучение вызывает поражение органов зрения человека и животных, ожоги разной степени тяжести. Чем ближе к эпицентру взрыва, тем сильнее поражающий эффект. Предметы, животные и люди, находящиеся в непосредственной близости, в паре километров от эпицентра ядерного взрыва, могут просто испариться. Световое излучение распространяется мгновенно и проявляется намного раньше ударной волны. Длится, в зависимости от мощности заряда, от доли секунды до нескольких десятков секунд. То есть сначала вы увидите вспышку, не надо на нее смотреть ни в коем случае, чтобы не потерять зрение. И только потом вы услышите взрыв и почувствуете ударную волну. Защита от светового излучения – различные непрозрачные преграды. Ударная волна. В случае взрыва обычной ядерной бомбы ударная волна является основным поражающим фактором. На нее приходится до 50% энергии взрыва бомбы. Ударная волна разрушает здания и сооружения, калечит и убивает людей и животных. Сила ударной волны и зона распространения зависит от мощности и типа ядерного боеприпаса и условий его применения. Высота взрыва. Защитная мера – укрытие в различных, желательно подземных убежищах. Проникающая радиация. Проникающая радиация – это поток гамма-лучей и нейтронов, образующийся в области взрыва в течение нескольких секунд. Зона поражения проникающей первичной радиации 2-3 км. В случае взрыва нейтронной бомбы на проникающую радиацию приходится до 80% энергии взрыва. Радиация вызывает различные нарушения в работе органов и систем жизнедеятельности человека и животных. В зависимости от дозы полученной радиации может наступить как смерть, так и различная степень лучевой болезни. Защитные меры – укрытие в специально оборудованных убежищах, рассеивающих различные виды излучения. Для полноценной защиты от разных видов облучения применяются различные материалы. Бетон, сталь, дерево, грунтовая засыпка землей и так далее. Радиоактивное заражение. Радиоактивное заражение местности является результатом выпадения радиоактивных частиц, образовавшихся в результате взрыва ядерной бомбы. Выделяют 3 источника этих частиц в зоне взрыва. Продукты деления ядерного горючего, не вступившие в реакцию часть ядерного заряда, и радиоактивные частицы, образовавшиеся в грунте под воздействием нейтронов. В результате образуется радиоактивное облако, которое движется по направлению ветра и по ходу движения выделяет радиоактивные осадки. Радиоактивные частицы испускают альфа, бета и гамма излучения. Период полураспада таких частиц очень разный, от нескольких часов до нескольких сотен лет. Но особенно интенсивно этот процесс проходит в первые часы и дни после взрыва. Отсюда рекомендация: оставайтесь в безопасном, защищенном от радиации укрытии минимум 5, а лучше 7 дней после взрыва. Не пейте воду из открытых источников на зараженной территории, не употребляйте в пищу животных, которые находились на такой территории. Корнеплоды, овощи можно употреблять в пищу после предварительной тщательной мойки и очистки. На этом, пожалуй, мы сегодня закончим нашу увлекательную беседу. А в следующий раз поговорим о том, что нужно делать в первые минуты и часы после ядерного взрыва.
Если вам интересна эта тема, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Всем пока!